Всем здравствуйте, меня зовут Сибирика, добро пожаловать на мой канал Сибила Таро. Сегодня ваш любимый расклад «Ваш будущий муж». Так, забыла свечку зажечь, ну бывает. Бывает. Итак, я смотрю, вам понравился расклад на один вариант, но с Ленорман. Достаточно интересный расклад получается, мне тоже он очень понравился, поэтому давайте сегодня сделаем опять этот же расклад. У нас будет 3 колоды сегодня в работе. Ленорман, такая вот маленькая колода, очень интересная. Темное таро и эротическое таро. Хочу посмотреть, какой мужчина вас увидит, ваш будущий муж. Я прошу прощения, это мои животные. Кто смотрит мои видео, знает, что периодически они сходят с ума. Бывают такие красивые карты. Кс-кс-кс. Успокойся, пожалуйста. Ну все, бешенство впало. Итак, девочки, настраиваемся. Кто не подписался, подпишитесь. Пока я настраиваюсь, с вами поговорю немножечко. Подпишитесь, чтобы мы друг друга не потеряли. Ваши лайки и ваши комментарии мне очень приятны. Спасибо, я все читаю. И очень благодарю вас за добрые слова. Пусть вам вернется сторицей. Мне очень приятно, что мои расклады вам нравятся, дают вам надежду. Это прекрасно, это самое ценное, что у нас есть, надежда. Так, ну что ж, вроде настроилась. Поехали. Ваш будущий муж. Итак, проговариваю снова. Не столь для вас, сколько для карт. Если выходит мужчина первый, значит мужчина в ваших отношениях будет действовать первый, заприметит вас первый. Если женщина выходит первой, значит вы увидите мужчину, заприметите его и будете действовать первой. Если карты мужчина и женщина будут смотреть друг на друга, значит женщина и мужчина уже друг друга знают. Друг. Для кого-то будет актуально. Итак, поехали красиво фиячить. Ищем мужчину. Перевернула колоду. Это нормально. Мужчина выходит сразу же первый, девочки. Представляете? Обалдеть. Обалдеть. Вот он. У кого-то будущий муж совсем рядом. Ищем женщину. Что у меня все карты попереворачивались. Перепутала колоду. Ничего страшного. Бывает. Бывает. Сейчас все поправим. Мужчина вышел первый. Мужчина вас первый увидит, это точно. Мужчина будет первый действовать, проявляться. Женщина где-то далеко. Вот она. Смотрите, вы смотрите друг на друга. Обалдеть. Просто, девочки, просто посмотрите на это. И она выпала не второй, не третьей картой. Она выпала первой. Смотрите, прям вы друг на друга смотрите.
Вы знаете своего будущего мужа. Девчонки. Магия. Магия, магия. Волшебство. Как я люблю такие расклады, девочки. Вот, пожалуйста. Нас мужчина и женщина смотрят друг на друга. Вы знаете своего будущего мужа. Совершенно точно. Итак, давайте я сначала начну про вас. Вы в данный момент времени находитесь не одна в помещении, в доме, да? Рядом с вами женщина, и женщина, скорее всего, старше вас, либо вашего возраста, но не младше. По рыбам у вас может быть какое-то, ну, не знаю, собрались с подружкой, сидите, развлекаетесь, чаек пьете, или что покрепче, девчонки, или с мамой на кухне, или что, или как. Ну, в общем, как-то приятно в хорошей компании проводите время, в компании женщины прямо сейчас. Так, какая вы? Какая вы? Вы очень умная, очень умная. На данный момент у вас решаются какие-то вопросы с документами, либо вы работаете с документами. Так, а вы здесь можете быть в компании не только женщины, да? В компании женщины и мужчины. Причем этот мужчина, скажем так, принадлежит этой женщине, не вам. Вот. Здесь дама у нас в компании еще двух людей, мужчины и женщины в данный момент. Угу. Вы такая звездная девушка. Что значит звездная? Вы девушка, женщина, дама. Вы дама такая, любите мечтать, умеете мечтать. Если мечтать, то по-крупному. В то же время у вас вот этот внутренний ребенок, он прекрасно живет, прекрасно себя чувствует. То есть вы можете радоваться как ребенок, дурачиться как ребенок. Есть у вас такая детскость, приятная, веселая, скажем так, не какая-то сумасшедшая детскость, да, а вот именно в позитивном ключе. И, кстати, ключ рядом. Вы всегда находите решение вашим проблемам. То есть, что бы ни случилось, вы всегда находите решение. У вас такое ощущение, что всегда есть ключ. Также вы умеете радоваться мелочам. Вы по змее очень мудрая женщина. Вы также можете работать в медицинском учреждении или сама быть медиком. Или иметь какое-то отношение к медицине, но еще здесь и документы. Возможно, вот в данный момент, когда вы просматриваете, либо в недавнем в недавнем прошлом, у вас было какое-то извещение, или пришел какой-то денежный перевод. Либо вас известили о том, что у вас прибавляется денежка, ну, например, там известили, что у вас теперь зарплата будет выше. Либо вам премию какую-то дали, ну, либо просто денежку кто-то перевел, да. Мужчина и женщина, которая с вами сейчас находится в компании, у них какой-то ключ, они какой-то вам ключик принесли. Вот я хочу здесь уточнить, что за ключик. Может быть, вот прям как дословно, да, пришли, там принесли вам ключ от вашей квартиры, например. Ключ там от другой квартиры, прям в прямом смысле ключ, да. Здесь речь идет о каком-то союзе, о какой-то договоренности. Как будто вы договорились, и они вам принесли какой-то ключ. Была какая-то ссора, и вот они, может, они у кого-то забрали после ссоры ключ и принесли вам.
Здесь может быть не ключ, а да, как будто куда-то ехали, забрали ключ и привезли вам. Вот так, девчонки, у кого-то проиграется прям реально ключ, у кого-то, ну, какую-то вещи, например, ваши забрали. Либо они куда-то съездили туда, где у вас была ссора с кем-то, и привезли какие-то новости, которые станут для вас ключевыми, какую-то информацию, которая станет ключевой и радостной для вас. Вас много, девчонки, не могу точно сказать. Ну да, здесь какая-то ссора и завершение. Завершение. Прям как косой отсекли свое прошлое. Вот это вот прям вот в недавнем прошлом было. Недавнее прошлое это, ну вот максимум 2 недели. Ну что ж. Сейчас мы на Таро еще посмотрим вас. Какая вы? На дне колоды туз пентаклей. Я же говорю, какая-то денежка вам идет. Какая-то вам идет денежка. Так, я уберу эти 2 карты, чтобы они не сбивали. Отсвечивает свеча, да, на карту. Но ничего не могу с этим поделать. Так, какая вы? Какая вы? Божечки, кошечки. Ну, здесь тяжело. Тяжелый период сейчас у вас. Связан этот период с вашими чувствами. Вы закрыли какого-то жезлового короля. Закрыли в том плане, что закрыли дороги к себе, заблокировали, удалили откуда-то, выгнали из квартиры. И здесь по справедливости, сейчас еще уточним, вы как новую жизнь начинаете. Вы, ну вам очень тяжело сейчас, очень тяжело. Да, потому что не было баланса в отношениях. Были какие-то качели. С чем связаны эти качели? Девчонки, здесь вот не обижайтесь, но здесь такое у меня ощущение, что да, у вас была любовь, была взаимная с этим мужчиной, жезловым королем, огненный, может быть, знак зодиака. Вот. Но он такое ощущение, что не работал, а в каких-то мечтах прозябал. Какой-то мечтатель. И не работал. Вот повешенный не работал. Как будто дома все время находился, и в какой-то момент по страшному суду вам это надоело. Здесь вот у кого-то прям так проиграется. У кого-то может быть так, что мужчина у вас взаимные чувства, но вы мечтали о чем-то большем, о продолжении, о переходе отношений на новый уровень, а мужчина как ну, не вкладывался в отношения, не вкладывался. Вам хотелось, может быть, дома, совместного проживания, свадьбы в конце концов. Ну вот здесь мужчина как либо в прямом смысле не работал, пролеживал бока дома на диване, либо не вкладывался в отношения. Вот так вот, девчонки. Давайте еще какая вы. Что я куда-то увезла карты. Какая вы? Вы очень цените домашний уют. Кто-то может прям любить, вот когда камин горит, да, вам нравится приглушенный свет, огонь в доме, вам сразу становится уютно, у кого-то действительно есть камин. Но для вас вот это вот семейная теплота, домашний очаг, домашняя еда, когда пахнет домашней выпечкой, для вас это все очень ценно. У кого-то есть собачка. Ожидали каких-то известий,
но как будто как не получили. Да, закрывает нам информацию. Ожидали каких-то известий, ожидали приезда, действий, но так и не дождались. Так и не дождались. Хорошо, закрывает информацию дальше. Какая вы? Не знаю почему. Потому что так надо. Луна говорит, не надо еще. Не надо, значит не надо. Я человек маленький. Мне сказали, я выполняю. Итак, вы смотрите друг на друга. Вы со своим будущим супругом знакомы. Давайте начнем про мужчину. Мужчина какой? Мужчина достаточно хитрый. И умный, и хитрый, и очень умеет разговаривать. То есть вот это ораторское искусство у него прокачано. Мужчина заболтает кого угодно. Именно заболтает лисица и птицы, да. Он может с кем угодно договориться. Он может кому угодно найти подход. Здесь очень такой хитренький и такой достаточно продуманный. Лиса, она же не только хитрая, она же еще очень умная. И умный, и хитрый, и договорится, и заболтает. Угу. Ну, здесь мужчина через какие-то препятствия проходит в данный момент времени. Вот какая-то его стабильность. Такое ощущение, что разваливается. По косе приходит конец. Вот приходит конец. Здесь мужчина ставит точку на чем-то, на своей стабильности. Угу. Ну, это тайна. Почему это тайна? То это только будет завершаться. Это только будет завершаться. Здесь перемены глобальные в жизни. С семьей связано. С семьей сейчас на Таро поподробнее посмотрим. С семьей. Мужчина сейчас находится в каких-то мечтах. Мечтах, иллюзиях. Мечтает о своем выходе. И по аркану сила прям очень сильно хочет этого своего выхода, ухода, который даст ему баланс. Вот сейчас нет этого баланса. Маятник какой-то, да, качели. И он прям мечтает, представляет, как бы было прекрасно, если бы я вышел откуда-то. Откуда ты хочешь выйти? Здесь разрушение. Быть победителем. Действительно, здесь какие-то изменения у мужчины сейчас происходят глобальные в жизни. Связано это с семьей. И он... Мужчина очень сильный духом. Мужчина-победитель, ставит перед собой цели и идет к ним. Если что-то решил, он это делает. Здесь рушит мужчина что-то, рушит. Вы знаете этого мужчину. Сейчас мы будем уточнять. Какой ты? Покажите, какой мужчина. Мужчина очень справедливый. Вот от вас этот мужчина был закрыт. Его сдерживали какие-то ограничения. Возможно, вот семья, с которой сейчас происходит башня, да. Мужчина был от вас закрыт. Мужчина, такое ощущение, что не подпускал вас к себе близко, не позволял чего-то лишнего. Здесь вот как официальное общение.
Вот официальное общение и все. И он закрыт, выставлены личные границы, ни дальше, ни ближе никак не подпускал. То есть здесь такой холодный, сдержанный прям был. По аркану справедливость может работать в правоохранительных органах, в судебных делах там быть, как вот это сказать, в судебной системе. Вот, господи, я что-то русский стала забывать. В полиции, юрист, адвокат, ну все вот, что связано с законом. Что связано с законом. Но мы уточним. Давайте уточним, где же ты работаешь. Где же ты работаешь? На работе какие-то сейчас тоже происходят катавасии, сильные изменения на работе. Девчонки, господи, он на работе он кубковый король, на работе он влюбленный мужчина. И вот это, то, что он на работе влюбленный мужчина, его прям как, ну, в пятерку пентаклей, то есть опустошение какое-то, он грустит, печалится, и здесь какие-то изменения. Возрождение, что? О чем вы мне здесь? Где ты работаешь? Покажи, где ты работаешь. На работе у мужчины проблемы. То есть проблемы с человеком, к которому этот мужчина хорошо относился. Вот идет почему-то как по-отцовски, по-братски, вот так вот. Здесь что-то такое произошло, какое-то предательство, потеря денежки здесь, и даже потеря работы, я бы сказала, может быть, даже потеря работы, как уход с этой работы. Чем ты занимался на этой работе? Чем ты занимался? Ну, девчонки, действительно, может быть, в правоохранительных органах, потому что здесь как планировал, смотрел вглубь, карал, наказывал тех, кто впадал в какие-то искушения, какие-то легкости, вот какое-то неподобающее поведение, да, наказывал. По королеве мечей, ну, как наказание. Действительно, в каких-то сферах работает, связанных с законом. Ну что ж, покажи характер. Какой характер у тебя? Ну, характер мягкий, достаточно, умеет отдыхать, любит наслаждаться жизнью, любит отдыхи. Почему-то мне здесь идет, любит выезжать на природу. Шашлыки на природе, вот что-то такое прям очень ему нравится. Человек достаточно духовный, верующий, имеет правильные моральные принципы, да, такого строгого воспитания и достаточно чувственный. Несмотря на то, что у него работа такая, он достаточно чувственный мужчина. Еще здесь может показываться то, что в проявлении чувств своих он, ну, как будто не умеет это делать. Да, чувственный, но чувства проявлять не умеет. Вот по пажику как-то неловко он это делает. Ну, нам еще раз говорят карты о том, что он император, да, действительно, у него есть семья, и в данный момент он находится в ожидании, когда будет принято решение. Решение, ну, о разводе, скорее всего, о разрыве. В ожидании он этого решения, этой ясности.
Где вы видели этого мужчину? 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 Ой, девчонки, ну мне прям здесь такое пошло, я даже на карты не успела взглянуть. Девчонки, здесь может быть военнослужащий, который попал к вам в госпиталь. Потому что здесь приезд, четверка мечей, стагнация, болезнь и здание, дом, да, вот как палата, не знаю, вот как это объяснить, но вот я прям по энергиям чувствую, как поступил в больницу, в палату, вот так, девчонки. Но если не военнослужащий, то здесь все равно, девчонки, будет, что поступил в больницу, девочки. Вот прям я даже нисколько не сомневаюсь. Вот даже нисколько. Я, конечно, сейчас уточню, но здесь действительно поступил к вам в больницу, где вы работаете. Вы можете быть медиком. Так, давайте я хочу уточнить первое. Покажите, у нас дама, которая смотрит расклад, она медик? Медик? Да, девочки, вы медик. Медик, медсестра, имеете отношение к медицине, бумажки постоянно какие-то заполняете, пишете. Девчонки, 100%. Вот такой у нас сегодня точечный расклад будет, для кого-то прям как личный. Влюбились. Здесь вот прям взаимные чувства у друг друга были. Взаимные чувства, но мужчина никак не показывал, мужчина никак не проявлялся. Там нам показывали, помним, да, что он в ограничениях, что он был закрытый такой, не подпускал, только официальное общение. Но здесь по двойке кубков любовь вспыхнула у обоих, девочки. Будет ли другой вариант, потому что людей много, будет ли другой вариант для тех, кто не работает в больнице, например, или, ну, как бы имеет отношение к медицине, но непосредственно не к госпиталю, там, не к больнице, где лежат стационары, или как он называется, прости господи. Будет ли такой вариант другой? Нет, девочки, нет. Нет, здесь какое-то сражение, вот сражение, борьба какая-то. По судьбе это судьбоносное его, скажем так, это судьбоносное его попадание в эту больницу. По императрице вы, ну как бы это сказать, вы там как вот в тот момент, когда он поступил и уже был в палате, вы там как императрица, как вы там распоряжаетесь, девчонки. Вот я не знаю, как это сказать. Ну вот, девочки, вот, например, вы старшая медицинская сестра, и вот это была, например, ночь, и это ваша смена, и вы там, грубо говоря, в этой смене среди всех медсестер главное, следите, да, за всем. Вот такое что-то идет. Либо вы врач, дежурный были в это время. Ну вот что-то такое, девочки, вы несете здесь. Когда мужчина поступает, вы несете ответственность вот за свою смену, несете пост какой-то, вот так вот мне идет, девочки. Вот там вы и познакомились. Вот там вы и познакомились. Мужчина был очень сдержан, мужчина свои чувства не показывал. Ну, потому что пентаклевый король. Только хотела спросить, а почему ты не показывал? Ну, потому что он женат. Потому что он женат. Ну, очень хотелось, да. Женат достаточно давно, очень-очень долгое время женат. То есть нам здесь показывают не год, не два, не три, да. Но здесь по жезловому королю прям к вам огонь, страсть, очень понравились, прям вспыхнуло что-то внутри, вот что-то огненное. Хорошо, девчонки, я думаю, самое время посмотреть, какой вас мужчина увидел. Возьмем эротическое таро и посмотрим. Заглянем, скажем так, в его фантазию. Господи.
карты не пооставляла. Все, все. Так, девчонки. Какой он вас увидел? Вот первый раз, когда он вас увидел, какая вы были в его глазах? Ой, такая просто женщина. Во-первых, ну, здесь нам показывается женщина в белом, да? Были в белом одеянии. Заприметил ваши ножки. Девчонки, я по этим картам работаю. Я вообще даже не смотрю подписи по картинкам. Вот как мне идут... От этой картинки мне идут следующие картинки, да? Здесь мужчина обратил внимание на ваши ножки, на вашу тонкую талию. Здесь женщина, дама, может быть, действительно у нее длинный волос и такой рыжеватый, либо соломенного такого цвета, но здесь не темноволосая женщина может проиграться. И мужчина... Вы предстали перед ним какой-то как феей. Вот знаете, вы так медленно, так грациозно движетесь. Мужчина наблюдает, как вы руками что-то делаете, вот ручками своими, да, ножки ваши все обсмотрел. Ну, мысли мужчины были первые, вот я бы ее сейчас бы как зажал в уголке, да, на койку бы к себе закинул. Здесь прям вот мужчина насильно даме вливает кубок, да. Я бы ей бы влил бы, я бы ей бы вдул, девчонки. Ой, господи. Ну, так и дешево могу сделать. Ну да, вот здесь все мысли мужчины. Здесь вот сзади бы подошел бы, зажал, здесь бы догнал бы, зажал, понимаете? Вот прям вспыхнула у мужчины, скажем так, его мужская сила. Взбудоражили вы здесь мужчину прям конкретно. Хотел бы поваляться с вами в кроватке, хотел бы поболтать, вот ни о чем, просто вот провести как-то время. Ну, близости, конечно, хотел бы. Конечно, он об этом думал. И представьте, и это первая встреча. Ну и также мысли были о том, что я не могу этого сделать, мне тут рассчитывать не на что, я женатый. Как бы вот эти все мысли у него появились, все, он вас обсмотрел, облизнулся, как говорится, и пресек себя. Хорошо, мы еще вернемся к этой колоде. Главное мне про это не забыть. Сейчас я хочу спросить, что на данный момент были ли между вами какие-то отношения? Были ли между вами какие-либо отношения? Были, но через страхи. Или тяжелый страх, тяжесть, да господи, ограничения. Были ли между вами какие-то отношения? Ну, здесь чувства, да, чувства накрыли обоих. Девчонки, вот появилось ощущение у обоих, что ну, вам мужчина очень сильно понравился, вы мужчине безумно понравились. Но здесь опять же говорится о том, что мужчина, понимая, что он женатый, а нам там показывали по иерофанту, да, что мужчина правильных моральных принципов, что... Видимо, для него вот отношения на стороне это неприемлемо. Поэтому здесь вот страхи, вот переживал из-за этого очень сильно. Тяжесть такая, ограничивал, сдерживал себя, сердце разбито. И вроде как и шанс, и вроде как женщина безумно понравилась, но он закрывал все это, закрывал. Между вами отношений никаких не было.
Мужчина влюбился здесь. Ну, здесь вот, знаете, началось и закончилось. Вот так вот мне идет. Но мужчина в кубковой энергии пребывает, может быть, действительно, водных знаков зодиака. Но вот, ну, не было между вами ничего. Здесь мужчина. Вы, может быть, и хотели. Вот давайте даже так спросим. А женщина как-то пыталась проявляться к этому мужчине? Вы пытались проявляться? Девчонки, вы пытались, вы как-то и хитростями, и где-то манипуляшками, и где-то даже с помощью своей интуиции, и создавали какие-то ситуации. То есть вы всячески пытались. Что вот здесь по Верховной Жрице? Ну да, вы здесь, вот это для вас была мечта, наваждение, да, вот вы, ваши все мысли были поглощены этим мужчиной, вы всячески пытались его подвинуть к проявлению, да, какой-то симпатии, но он холодный, мечевой. То есть он сдерживал себя, только официальное общение, и вас это очень сильно расстраивало, вы прям печалились, переживали. На дне аркан влюбленные. Ну, здесь прям любовь случилась между вами. Хорошо, мужчина дорогой, скажи, сейчас ты думаешь об этой даме? Сейчас у него борьба в доме. Вот то, что нам говорили, у него изменения идут. Я, пожалуй, уберу закрывающую карту. Ой, нет, верну. Высшим силам это не нравится. Закрывают. Смени вопрос, говорит. Сменить вопрос? Да. Учись задавать правильный вопрос. Хорошо. Какие... Я поняла, не надо на меня злиться. Хорошо, солнышко. Так... Какие чувства у тебя сейчас к даме, которая смотрит этот расклад? Какие чувства у тебя сейчас к даме, которая смотрит расклад? О чем ты мне здесь хочешь сказать? Ну, начнем с того, что мужчина хочет прояснения с вами. Хочет с вами какой-то гармонии, баланса. Очень хочет поговорить. Мужчина вспоминает, мне здесь четко совершенно идет, что мужчина вспоминает вот эти рабочие моменты, да, когда он там был в больнице, вы работали, и вот это ваше какое-то общение, коммуникация доставляла ему безумную радость. Он просто кайфовал, он наслаждался, видя вас, вы для него как солнышко, он очень радовался. Ну, сейчас в борьбе мужчина, понимаете, сейчас меняется в его жизни все кардинально, по башне очень быстро. Здесь мужчина хотел бы проявиться, хотел бы, чтобы колесо судьбы повернулось таким образом, чтобы у него была возможность проявиться. А ты как-то знаешь контакты этой дамы или в интернете ее где-то видишь? Мечтает о вас, девчонки, мечтает. Ну, любимая женщина. Мужчина вас где-то может видеть. Да, также я уточнила, мужчина вас может где-то видеть, но у вас тоже семья. Я уточнила, и мне прям выпала карта семьи. Его это безумно печалит. Вы тут выпадаете любимой женщиной, он о вас мечтает, но вот между вами семья. И я уточняю, это у женщины семья, и мне выходит опять карта семьи. То есть, понимаете,
Здесь прям четырехугольник. И у него семья, и, ну да, здесь брак показывает. И у вас семья. У него семья рушится. А что у вас в семье происходит? Ну, в семье происходит какая-то ругань на данный момент, выяснение отношений. Что-то вы тут планируете, манипулируете даже. Ну, напряженные отношения у вас в семье. Вы можете быть огненного знака зодиака, может быть водяного. Водяного, господи. Я водяной. Поговорил бы кто со мной. Ой, девчонка, простите. Сильно большой поток идет. Меня начинает приземлять. Так. Огненный знак зодиака, водный знак зодиака, может быть. Вы здесь, у вас выяснение отношений с мужчиной. Что по магу? Потому что здесь какие-то манипуляции со стороны мужчины и нечестности какие-то. И вы это как королева жезлов, как почувствовали, как чувствуете, что мужчина нечестен с вами. Да, что мужчина нечестен, что он стал каким-то совершенно другим, ваш муж стал совершенно другим. Вы чувствуете здесь обман, вы чувствуете здесь манипуляции. Вот именно чувствуете, по королеве жезлов именно чувствуете. Ну, у вас в семье тоже не все гладко. И что вы решили по поводу вашего мужа? Вы как собираете информацию сейчас? Обдумываете. И здесь больше обдумываете в финансовом плане. Да, здесь вы обдумываете закончить этот брак, эту семью, но сейчас вы как собираете информацию, эта информация связана с денежным вопросом. Не знаю, дележка имущества, может, вы сначала хотите подготовиться или подкопить денежку, или узнаете информацию там, что кому принадлежит. Ну, вы поняли, девчонки, в финансовом плане, да, и затем вы будете ставить точку в этих отношениях. Сегодня прям расклад будет как личный. Я соберу карты, потому что мне их мало осталось. И вернусь к колоде эротического таро. И хочу посмотреть сейчас чувства мужчины, вашего будущего мужа, сейчас, в данный момент, в данную секунду к вам. Ну, вы такая соблазнительная. Вы такая манкая. Вы вот она прям рядом, но он как не имеет права к вам проявляться сейчас. Вы такая достаточно суровая можете быть. Вы достаточно жесткой можете быть женщиной. Сказала, как отрезала. Такая, знаете, ну, если у нас мужчина там военнослужащий или в каких-то органах служит, да, тоже, это же тоже служба считается, и получил какое-то увечье там или ранение, или пусть даже царапина, какое-то происшествие было, да, я напоминаю просто, девчонки, он тоже достаточно такой жесткий мужчина. Мы видим, как сложно и как трудно ему было сдерживать и не показывать свои чувства к вам. Но он справился, да? Вы здесь тоже достаточно такая жесткая, холодная. Здесь вообще женщина может хирургом быть каким-то, знаете, потому что здесь такая женщина, у которой, как говорится, и глаз не дернется. Она такая, когда надо, может быть прям холодная, прям все эмоции просто отключить. Хочется с вами счастья мужчине. Хочется с вами счастья, мечтает он, как вы будете лежать в кровати, он вас будет прижимать к себе, вы будете болтать о чем-то.
шептать друг другу на ушко что-нибудь. Он как хочет вас покорить, девчонки. Прям хочет вас покорить. Победить. Завоевать. И никуда не отпускать. Вот моя, будь со мной, никуда не пущу. Никому не отдам. Ну, опять же, говорится о том, что вы его солнце. Вы прям маните его, он хочет всего, что только можно с вами. Девчонки, ну, здесь у мужчины и ревность, и желание все изменить между вами, желание вас завоевать, желание вообще приблизиться к вам как-то, желание обладать вами, желание вообще просто прикоснуться к вам. И опять вот все вот эти мысли, все вот эти мечты прерываются тем, что он не может сейчас прикоснуться к вам, не может проявиться к вам. Такое ощущение, что мужчина здесь хочет прям вас забрать, что у него вот такие мысли, что я тебя сейчас приеду, выкраду, погружу в машину, и прям там в этой машине, девчонки, прям такое идет. Ну что я могу сделать? Вот здесь мужчина влюблен. Здесь мужчина влюблен, здесь мужчина думает о вас, здесь мужчина хочет вас, здесь все мысли о вас, он там у себя в фантазиях, вы уже в разных позах, девчонки, здесь прям все, помешательство какое-то. Ну, опять туз кубков выпадает, ну что тут еще скажешь, тут прям помешательство на вас конкретное. Вы прям снесли просто башню ему, бедному мужику. Что ж вы там такое сделали, девчонки? Мужику крышу снесло. Хорошо, теперь давайте самый главный вопрос. Смотрим мы информацию на вашего будущего мужа. Как будут развиваться события дальше? Каким образом вы станете парой? Что произойдет? Что произойдет? Что будет толчком для того, чтобы вы стали парой с этим мужчиной? Но здесь выход из борьбы, выход из вот этой пятерки пентаклей, опустошения, да, здесь совершенно четко на ваших браках будет поставлена точка, здесь будет выход. Я не скажу, девочки, я здесь не буду сейчас вам сказку зачитывать про Золушку и 7 гномов, да, как все прекрасно и красочно, и любовь, и морковь. Нет, девчонки, здесь будет трудно. Выход из семьи, что у него, что у вас будет тяжелый, трудный, и отчаяние будет, и борьба какая-то будет, и ссоры какие-то будут. Я не вешать тут вам лапшу на уши пришла. Тяжело будет, девчонки, тяжело. Ну, мы все понимаем, да, все взрослые люди, что окончание семьи, окончание каких-либо долгих отношений, это всегда тяжело. Тяжело. Вот что здесь еще сказать? Но здесь именно выход. Выход. И здесь уже мужчина будет действовать, как нам и показали Ленорман, за что мы их благодарим. Здесь действительно мужчина будет действовать первый, мужчина будет планировать, мужчина будет проявляться, мужчина все в свои руки возьмет. Да, здесь и разговоры, и звонки, откровенный разговор сразу же будет. Мужчина ясность сразу же внесет, что ты мне нравишься, ты это. А вот мне интересно, где ты, как ты за ней наблюдаешь? Вот как ты ее видишь, где ты ее видишь? Дом. Как новый человек в доме. Ребенок в доме. Что? Ревность.
Сам холодный, никак не проявляется, в вас безумно влюблен, ревнует. Как, где ты ее видишь? Показывается дом. Ты вхож в ее дом? Нет. Он говорит, ну, может быть, здесь, девчонки, пройдет, что... Ой, сейчас, подождите, здесь пошло сразу 3 потока. У меня сейчас виски раздолбит. А можно по очереди, пожалуйста? Так, девчонки, здесь он на работе вас как-то видит. Кто-то еще, может быть, этот мужчина в больнице до сих пор, потому что рабочие моменты по работе вас видит. Это четко, это один поток. Другой поток, вот этот, да, господи, вот этот вот мне покажите, вот это что? Вот это, дом, с домом, с домом, с домом. Боже мой, девчонки, здесь может быть такое, что его ребенок вхож в ваш дом. А он сам как на расстоянии держится, как, вот, как повешенный, да, думает, обдумывает, наблюдает. Вот здесь на шута падает нам Паш, я здесь спрашиваю ребенок, мне говорят ребенок. Его ребенок вхож в ваш дом. Это обалдеть просто. Я не знаю, девчонки, у кого-то так будет. Ну вот как карты говорят, как я по потоку чувствую. Дорога. Притяжение. Вот такое чувство, что он как его безумно тянет к вам, он как привозит ребенка, смотрит на вас, как на звезду где-то, может, издалека даже, и уходит сразу, уезжает. Девчонки, вот так. Но может быть здесь не дом прям, хотя мне здесь вот карта семьи, смотрите, девчонки, ну что я придумывать буду. Вот 4 жезлов это дом, и 10 пентаклей это семья. Спрашиваю, в ваш дом вхож, падает 10 пентаклей, да, в ваш дом, в вашу семью. Как привозит ребенка и... Девчонки, вот так может быть. Вот здесь прям 2 потока идет. У кого-то еще мужчина этот в больнице, и он вас в больнице видит. А у кого-то, вот как уже не в больнице, но вы знакомы. И, а вот здесь мне интересно, вот, вот этот поток, вот этот, мне скажите, где ребенок вхож в дом моей дамы, он давно знаком? Давно знаком? Мужчина давно знаком с этой дамой? Здесь вот где ребенок вхож в дом его, здесь уже давно чувство мужчины к вам, давно притяжение, и давно он с этими чувствами борется. Я хочу по Ленорман узнать. Вот этот поток, где ребенок вхож в дом, где мужчина видит в доме мою даму. Кто он? Кем он сейчас приходится этой даме? Кто он? Кем он приходится? Как ваше общество, ваше окружение. Да, он в вашем окружении, но все время держится на расстоянии. Женщина. Ладно, сюда положу. Скрытно. Девчонки, он в вашем, действительно, вот в вашем окружении. Здесь четко 2 потока. Один поток. Мужчина еще сейчас в больнице, и сейчас вы находитесь в фантазиях друг о друге. А у кого-то попадал в больницу, да, где вы находитесь, но при этом он еще, то есть он попал туда, вы уже знакомы, он уже в вашем окружении, его ребенок вхож в ваш дом.
Такое чувство, что если он покажет свои чувства, то у него и на работе, потому что такое ощущение, что ему на работе будет секирбашка. А ты что, с мужем ее связан как-то или что? Был связан с вашим... Или нет? Нет, это ответ нет. Подождите, не то. Ну опять мне дом, девчонки. Ну вот у кого-то либо он вхож в ваш дом, он в вашем окружении. Это прям вот человек, которого вы знаете. И знаете не неделю, не месяц, девчонки. Вот так вот идет. Тут прям показывает ребенок вхож, его ребенок вхож в ваш дом. И он привозит ребенка, за вами где-то издалека там наблюдает. Вот все время мужчина держится на расстоянии, близко к вам не подходит, в глаза не смотрит, особо не разговаривает. Вот он как наблюдает, но при этом мечтает и при этом уже давным-давно борется со своими чувствами. Хорошо. Как будут развиваться ваши романтические отношения? Как будут развиваться? Мужчина будет действовать. Первые нам там показали. Как дальше будут развиваться события? Чуть-чуть заглянем, девчонки. Судьбоносно. Большие, очень глобальные перемены. Здесь все дороги откроются сразу. Вот эта закрытость какая-то его, она пропадет моментально. Да. Здесь прям очень быстро начнут развиваться отношения. Мужчина прям будет взращивать эти отношения, но вы поначалу будете очень настороженно. Будете прислушиваться к своей интуиции, пока в какой-то момент не придете к выводу, что да, это действительно шанс на новые отношения, и вам бы этих отношений хотелось. И по справедливости вы очень долго ждали этих отношений оба. И для вас, для каждого вы будете ценностью. То есть вы для мужчины ценность, и он для вас будет очень ценен. Да, здесь любовь, девочки. Здесь любовь. Любовь, которая была и сдерживалась только потому, что и вы, и мужчина находились в ограничениях. Ограничены вы были своими супругами, супружескими отношениями. Вот так, девчонки. Хорошо, покажите мне, как моя дама будет чувствовать себя, будучи замужем за этим мужчиной. Как она будет себя чувствовать, как она будет себя ощущать. Совершенно что-то новое будет, какие-то новые энергии. Вы откроетесь с этим мужчиной как женщина. Ваши женские энергии просто попрут, девчонки. Страсть безумная в вас какая-то проснется. Ну, прям здесь красиво, красиво. Угу. Вот с вашим бывшим мужем вы как-то свою чувственность, вот эту страстность, вот мне почему-то идет в плане интима, что все было по умеренности однообразно и одинаково, да, вот вы здесь как сломаете все это. Вы здесь совершенно с другой стороны откроетесь своему новому супругу. Именно здесь про постель, про страсть. Вы сама от себя не будете ожидать, какая страстная вы женщина, оказывается. Мужчина вас будет очень любить, очень любить. Что он здесь будет рушить? Ну вот здесь мужчина как-то глобально своими чувствами, своей любовью, своей вот этой напористостью, что он будет все брать в свои руки, управлять, направлять эти отношения, да, туда, куда нужно. Он как разрушит ваши вот эти вот, когда вы были супругой в предыдущих отношениях, да, у вас какие-то устои, какие-то понятия сформировались, представления, он это все будет рушить. И рушить он это будет своей любовью, девочки. Вот вы как-то, вы скажете, блин, а что, так можно было, что ли?
Ну вот элементарно, девочки, там ваш супруг, с которым вы сейчас, например, никогда свои носки не подбирает, там посуду за собой никогда не моет, а вот этот мужчина будет. А вот этот мужчина, например, вообще сидел, взял пылесос, пошел там комнату пропылесосил. И для вас это будет типа, а чё так можно было? А чё мужики это тоже делают? Вот что-то такое, он какое-то представление ваше поменяет вообще о супружеской жизни. Вы о таком даже не мечтали. Ну, я же говорю, вы о таком даже не мечтали. То есть здесь вот мне опять новые энергии вообще какие-то. Мужчина вас будет защищать постоянно. То есть здесь, если в прошлом на вас мужчина, ну, ну, здесь говорится в прошлом, да, чтобы мы не запутались с вами. Вот ваш прошлый супруг, который еще для вас, еще нынешний, он на вас все время как нападал. А этот мужчина, наоборот, будет защищать. Вот тут тоже какой-то новый мир. Это какой-то новый мир. Ну, я говорю, девчонки, новый мир. Я сначала говорю, потом достаю карты. Это что-то новое. Это что-то новое. Хорошо. Совет вам. Высшие силы, дайте совет. Высшие силы, дайте совет. Здесь в совете сказано так. То, что ты решила, делай. Не бросай на полпути. То, что ты чувствуешь, что нужно делать, делай. Ты очень сильная, очень сильная. И здесь такое ощущение, что высшие силы говорят, мы даем тебе силу для этого. Мы даем тебе для этой борьбы силу. Все в твоих руках. Все в твоих руках. Только ты можешь принять решение по поводу своей семьи. Только ты. Здесь решение целиком и полностью зависит. Ну, здесь решение принимаете вы. Все зависит от вас. У мужчины семья рушится, и не по его вине, а потому что вот такое чувство, что высшие силы так хотят. Там мужчину освобождают. Здесь же вам высшие силы дают право выбора остаться в этой семье, либо закончить с этой семьей и пойти в отношения с мужчиной, который станет вашим будущим мужем. Девочки, вот так. Здесь семья. Вот смотрите, сколько раз за этот расклад карта семьи падает на другую карту семьи. У тебя может быть другая семья. Решать тебе остаться в этой семье, где в основном отношения строятся на деньгах, на чем-то материальном, либо пойти в другую семью, где отношения будут строиться на любви, на взаимопонимании, где будет больше чувственная сфера занята, затронута. Знаете, изменения тебе по судьбе, для радости. Судьба как бы говорит, Вселенная как бы говорит, я даю тебе шанс, я даю тебе возможность обрести семью по любви, по чувствам, для радости, для твоего наполнения, для твоего счастья. На дне у нас паж Пентаклей. Вы как в поисках сейчас, вы как собираете информацию, вы как ищете ответы. Ваш выбор – любовь. Что вы выберете? Аркан влюбленный и девятка Пентаклей. Быть богатой или вы выберете любовь? Деньги или любовь? Что вы выберете? Вы можете поставить точку, а можете пойти в неизвестное, где вас ждет семья по любви, по отношениям, по безумной страсти к друг другу. Ну что ж, девчонки, такой у меня для вас был расклад. Не забывайтесь, язык заплакается опять, девчонки. Не забывайте подписываться, чтобы мы не теряли друг друга.
Счастья, любви и здоровья. Любящего и надежного человека рядом. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.